Мы, Рома и Аделя. Уже 8 месяцев мы путешествуем по миру. Экологично и без самолетов, медленно и по возможности осознанно. Несколько сказочных недель в Центральной и Южной Европе, 1,5 незабываемых месяца в Албании и последние 2 насыщенных месяца в солнечной Турции, которая нас, мягко говоря, удивила. Сегодня же настал тот самый момент, чтобы двигаться дальше. Всем привет! Сегодня ровно 2 месяца с тех пор, как мы заехали в Турцию, и это означает, что я, как гражданка России, не могу находиться здесь больше ни дня без визы. Я, как гражданин Украины, еще могу тут находиться полчаса, месяц, но, тем не менее, сегодня мы покидаем Турцию и направляемся в Сирию. Шучу. Конечно же, мы едем в Ирак. Если быть точнее, мы едем в иракский Курдистан. Сейчас объясню. То есть, по факту, Ирак разделен на 2 части, на северную и на южную. И в северной части находится автономная республика Курдистан. То есть, в этой республике есть свои институты, свое правительство, своя культура, свой язык и даже свои визы. Визу в иракский Курдистан гражданам России можно делать прямо на границе. Но украинцам, в том числе и мне, нужно немножко подготовиться заранее. Примерно так за неделю или 2 нужно написать в представительство Курдистана в одной из стран. Вот здесь будет список. Я написал в российское представительство, и мне там очень быстро ответили. Я просто отправил свой скан паспорта, фотографию и $80. Столько стоила мне виза в Курдистан. И уже через 7 дней мне пришло на электронную почту вот такое вот письмо. И это, по сути, является моей электронной визой в иракский Курдистан. Здесь я абсолютно ничего не понимаю, потому что здесь все написано арабскими закорлючками, я их читать не умею. Тем не менее, это официальный документ, и он мне дает право пребывать в иракском Курдистане 30 дней. Мы сейчас находимся в турецком городе Мардин и ждем наш автобус, который довезет нас уже до Эрбиля. Это столица иракского Курдистана. А это все наши вещи на нашу поездку в Курдистан. То есть какую-то часть вещей мы просто оставили у нашего хоста в Мардине, перепаковались, и у нас получился один маленький, один большой рюкзачок. Но вообще эти 2 рюкзака складываются в один, и все это время я путешествовала именно с таким рюкзаком. То есть очень непривычно чувствовать себя вот так налегке. Ну все, наш автобус приехал, мы сейчас поедем уже, и мы очень любим, на самом деле, полюбили этот сервис автобусами в Турции, потому что он отчасти даже лучше, чем в Европе. Здесь такие же чистые новые автобусы, очень часто есть Wi-Fi, есть экранчики, которые работают, и там либо какие-то фильмы, музыка, есть розетки, где можно подзарядить даже ноут, и во время бронирования билетов там очень заботливо указывается, с какой стороны будет светить солнышко во время дороги. Ну, вы где-нибудь такое видели? Ну все, увидимся чуть позже. Мы подъезжаем к границе, и тут ребята просто выскочили, водители наши купили хлеба, поделились. И всем раздают. Такая прелесть. Мы только что прошли границу из Турции. Это был такой балаган. Это было так забавно. Там у этого пропускного пункта стоит, наверное, не знаю, там 100 человек, и все толпятся, все там спорят, кому первому поставить штамп. И причем это такие взрослые мужчины, и они просто, знаете, как мальчики в школьной столовой, кому достанется пицца первой, и вот что-то кричат, толкаются прям. И в основном все мужчины, то есть да. Ты была там чуть ли не единственная девушка вообще. Ну там еще пару женщин да, было. Пару женщин, но все в таких в платках. Из другого автобуса, да, в нашем автобусе я тут осталась одна девушка. Мы это сделали. Мы в Ираке. Официально. Да. Блин, мы на территории уже другой страны, и это Ирак, или, не знаю, у нас прям море впечатлений. Давайте для начала поговорим о том, как мы проходили границу, вообще какие были этапы и сложности, потому что они были. Сначала первым делом нас отправили делать ковид-тесты. То есть в одном окошечке мы получаем какие-то бумажечки, во втором окошечке на эти бумажечки ставят штампики, в третьем еще что-то делать, а в 4-м окошечке, вот буквально в таком киоске-ларечке, высовывается доктор и берет у нас, в общем, анализы. То есть просто он палочку засунул нам в горло и все. То есть очень-очень быстро.
Вряд ли это был такой полноценный тест, но $50 мы заплатили каждый. Дальше было самое интересное. У меня уже была виза, у меня была бумажка, потому что украинцам нужно заранее готовить эту бумажку. У Адели ее не было, потому что россиянам как бы виза не нужна, типа. Точнее, ее дают прямо при въезде, но когда пограничник понял, что у меня нет визы, он очень смутился, не понял, что делать, и сказал, что мне нужно заплатить, кажется, $70. Но у меня была валюта только в турецких лирах, либо на карте. И нам пришлось вот бегать на границе. Что машут, улыбаются, все такие дружелюбные, блин. Мы попали просто в страну счастливых и таких добрых, позитивных людей. Ну не прелесть ли? Ирак. Кто бы мог подумать? Короче, у меня не было валюты, и пришлось искать, как вот раздобыть местную валюту или доллары где-то на границе. В итоге какие-то парнишки в киоске нам разменяли с какой-то комиссией, видимо, очень большой, потому что человек, который нам переводил все это, был на них очень зол. В любом случае, мы поменяли деньги, заплатили пограничнику, я получила визу. Поэтому, если вы собираетесь в Ирак, берите с собой деньги, доллары. Либо доллары, либо местную валюту, это динары. Thank you. Все? Не прошло и 5 минут с последней остановки, как нас завезли покушать, потому что все большие турецкие мужчины проголодались за дорогу. В общем, здесь довольно понятная пока кухня. Мы заказали наши любимые супчики, рис и курицу. Вот. Все очень милые и пытаются помочь. Там, если кто-то хоть знает 2 слова по-английски, они нам все переводят. В общем, такие все очень, да, заботливые. Michael. How much? Michael, put the post. No. Что там происходит, что общаются. Слушайте, нам принесли что-то новенькое, и я не понимаю пока, что это. У нас тут лук, потом какая-то капустка в какой-то жиже, еще какая-то жижа. Надо попробовать. Уже что-то новенькое. Офигенный супчик. Да? Так, супчик. Это что за чулочки? Не знаю. Супчик, да. Что-то нас обсуждают, мы так мало. TikTok, yes. Найс. Yes. Это просто. Огурчики, такая зелень в йогурте. Очень освежает. Так, попробуем красную капусту. Мне кажется, это то же самое, но йогурт кажется розовым из-за того, что капуста красная. Прикольно, необычно и как будто бы сладко. Капуста с йогуртом и сладко. В общем, мы поели, еда была очень вкусная, такая уже привычная нам, то есть, ну, от турецкой мало чем отличалась, только какие-то намазочки были. Вот, персонал очень приветливый, мы для них явно какой-то аттракцион, потому что, ну, наверное, не каждый день они видят иностранцев. Короче, едем по какому-то тоннелю, очень длинный и очень такой солидный, да, то есть как будто бы где-то в Швейцарии едем, скажи. Ага. Казалось бы, мы сейчас думали, приедем, тут просто нет дорог, дороги шикарные, тоннели вот такие все построили, очень круто, инфраструктура, ну, пока что прям поражает. Yes. Мы приехали в Эрбиль. Спустя больше, чем 8 часов, проведенных в дороге, мы ехали дольше, чем предполагалось. Немножко устали, но все-таки добрались до Курдистана. Да, иракского Курдистана. И пока мы ехали еще в автобусе, потом мы взяли такси, вот сейчас доехали до места, где мы будем жить у нашего хоста.
Пока мы ехали, мы поняли, что здесь норм. То есть хорошие дороги. Обалденные дороги. Обалденные дороги вообще. Потом мы приезжали в всякие такие холлы, торговые центры. То есть тут прям жизнь кипит. И я вот не был в Дубае, но мне кажется, что это очень как-то похоже на Дубай. В плане, что все такие вывески, все такое немножко лакшери, ну вот в таком стиле сделано. Мы прям в шоке. Мы такого точно не ожидали от Ирака. Ну, посмотрим, чем он еще нас удивит. Да, пока нужно бежать, знакомиться с хостом, пока он не лег спать. И да, увидимся уже завтра. Вау, что это за лакшери место просто.